Еда жизненно необходима для существования человека. Но знаете ли вы, что есть блюда, которые вредны для нас? Вы будете просто в шоке, но оказывается, мед бывает очень опасен для здоровья. Но как так? Ведь он даже используется для лечения многих заболеваний. В этом ролике вы узнаете о еде, которую мы употребляем почти каждый день, и которая очень опасна для здоровья человека. Приятного просмотра! Наверное, один из самых популярных продуктов среди молодежи прямо сейчас – это энергетики. Большинство людей привлекает в них то, что они дарят заряд бодрости, а некоторые любят эти напитки из-за их вкусовых качеств. Но мало кто знает, что энергетики очень вредны для здоровья, особенно если их употреблять слишком много. Даже были случаи, когда люди умирали в результате их чрезмерного употребления. Но что же такого опасного в такой вкусной газировке? Большинство энергетических напитков содержат огромные концентрации кофеина. Бывает, что этого вещества в напитках в разы больше, чем в чашке крепкого бодрящего кофе. Избыток кофеина может вызвать бессонницу, головную боль, нервозность, а в некоторых случаях даже серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Еще энергетики содержат большое количество сахара и калорий. Потребление избыточного количества сахара может привести к развитию ожирения и сахарного диабета. Некоторые энергетические напитки содержат таурин и другие добавки, которые могут вызывать нежелательные побочные эффекты. Таурин, например, может оказывать воздействие на сердечную деятельность, а также нервную систему. А избыточное употребление энергетических напитков может привести к обезвоживанию, поскольку кофеин и другие стимуляторы могут иметь мочегонное действие, усиливая потерю жидкости организма. Но многих молодых людей эта информация нисколько не пугает. Совсем недавно произошел нашумевший случай, как один юноша выпил 15 банок энергетиков за день и вскоре, к сожалению, погиб. Что именно с ним произошло, до сих пор неизвестно. Поэтому не стоит злоупотреблять энергетическими напитками. В последнее время набирают популярность различные диеты. Некоторые из них могут быть очень опасны для здоровья человека. Сыроедение или сыроедческая диета представляет собой концепцию, при которой питание осуществляется главным образом из нежаренных, термически необработанных продуктов растительного происхождения, таких как фрукты, овощи, орехи, семена и зелень. У этой диеты есть много привлекательных аспектов. Пропагандисты часто заявляют о ее пользе здоровью, но многие закрывают глаза на определенные риски здоровью. Первый важный недостаток, который может повлиять на организм человека, это недостаток различных питательных веществ. Например, сыроедение может привести к дефициту витамина В12, микро- и макроэлементов, таких как железо, цинк, кальций и даже белок. К тому же есть большие проблемы с усвояемостью такой пищи. Некоторые продукты, например, бобы и зерновые культуры, имеют в своем составе вещества, которые серьезно снижают возможность организма переваривать такую пищу. Теплая обработка помогает уменьшить влияние этих веществ на организм. А еще многие сырые продукты могут быть источником патогенных бактерий и вирусов, которые при обычном употреблении такой еды уничтожаются. В итоге все эти аспекты могут пагубно влиять на организм человека. При долгосрочном соблюдении этой диеты может наблюдаться потеря в весе, слабость, а также частые болезни. Были и случаи смерти в результате сыроедения. Резонансный случай произошел в России. Родители-сыроеды перевели питание своей двухлетней дочки на эту диету. В результате отсутствия мяса и рыбы в рационе у девочки развилась анемия и хроническое расстройство питания. К сожалению, спасти ее не удалось. Итальянцы всегда славились своими отличными кулинарными вкусами. Но не во всех регионах этой европейской страны любят употреблять в пищу безопасные продукты. На острове Сардиния просто обожают сыр косу марцу, который находится под запретом во многих странах Евросоюза, США и даже в самой Италии, но только уже на материке. Что это за блюдо такое? Кассу марцу – это сыр, внутри которого кишат личинки сырной мухи. В Сардинии его не просто разрешают производить и употреблять в пищу. Этот странный молочный продукт считается национальным достоянием и культурно-историческим наследием острова.
О том, когда впервые появился сыр Касу Марцу, неизвестно, но ему точно не 100 лет. Готовить его очень просто. Основу продукта составляет сыр пекарина, который изготавливают в некоторых регионах Италии из овечьего молока. Его после того, как созрел, просто оставляют на улице, предварительно сделав в нем отверстие, куда заливают оливковое масло. Тем самым итальянцы приманивают к продукту сырных мух, которые и откладывают в нем своих личинок. После того, как мухи отложат яйца, сыр убирают на 3-6 месяцев до созревания. Готовность продукта определяют на вкус. Настоящий Касу Марцу имеет пастообразную консистенцию, а внутри него кишат личинки. Сыр имеет острый запах и очень насыщенный вкус. Многие итальянцы употребляют его вместе с личинками на каждый праздник, а некоторые даже каждый день. Жители Сардинии намазывают сыр на хлеб и просто запивают вином, а стоимость Касу Марцу в 3 раза выше, чем пекарина, из которого его готовят. Правда, стоит воздержаться от употребления этого замечательного продукта. Медики постоянно говорят о вреде употребления такого продукта вместе с личинками. Ведь если они попадут в желудочно-кишечный тракт, они могут вызвать очень серьезные и опасные болезни. Именно поэтому его и запретили во многих странах. Но итальянцы не переживают на этот счет. Они считают, что если просто хорошо пережевать такой сыр, то все личинки погибнут, а организм не получит никакого вреда. Существуют и не такие экзотические блюда, которые способны навредить вашему организму. Например, очень много людей обожают острую еду. Чаще всего такие блюда подаются в азиатских ресторанах и кафе, так как кухня таких стран основана на острой пище. Правда, ученые постоянно трубят об опасности таких блюд. Чрезмерное употребление острого может привести к непоправимым последствиям в организме. Начнем с того, что остроту любому блюду придают специи, и удовольствие от таких блюд может легко и быстро перерасти в дискомфорт и даже боль, вызванные повреждением слизистой оболочки ротовой полости и желудка. В острых продуктах присутствуют такие вещества, которые и раздражают наши рецепторы. Но при их чрезмерном употреблении они могут нарушать целостность слизистой, а людям, у которых уже имеются проблемы с желудком, например, язвы или гастрит, вовсе противопоказана острая пища. Все дело в том, что такая еда вызывает увеличение выработки желудочного сока. Естественно, в совокупности с повреждением слизистых оболочек это может вызвать острую боль и даже развитие серьезных болезней. А лицам, у которых слабая сердечно-сосудистая система, и вовсе противопоказано есть острую еду, ведь она вызывает повышение кровяного давления и ускорение сердечного ритма. Естественно, такая нагрузка на сердце может вызвать обострение основных болезней. Так что следует быть осторожными с острой едой, ведь это может быть опасно. В США 14-летний мальчик и вовсе погиб после того, как съел чипсы с самым острым перцем в мире. Любители мясных продуктов тоже находятся в опасности. Если вы, как и многие другие люди, любите покушать бекон, при этом часто ленитесь его готовить, то будьте готовы к тому, что вы можете заразиться опасными паразитами. Дело в том, что в свинине очень часто находятся личинки ленточного червя. Он называется свиным цепнем, и это очень опасный паразит. Человек заражается этим паразитом через неприготовленное мясо. Для того, чтобы полностью обеззаразить свинину, требуется хорошая термическая обработка. Однако многие пренебрегают этим и употребляют в пищу, например, сырокопченый бекон. Этот мясной продукт можно есть только после обжарки или проварки. Паразит оказывает токсическое воздействие на организм человека. Также могут проявляться аллергические реакции. Помимо этого, червь прикрепляется в кишечнике человека и сильно повреждает его слизистую оболочку. А в то время, как он находится в организме, он потребляет пищу, которую ест человек. Естественно, это приводит к ослаблению и плохому состоянию. А в особо запущенных случаях свиной цепень оказывает сильнейшее токсикологическое воздействие на организм человека, при этом серьезно ослабляя его. Достаточно часто этот паразит становится причиной летального исхода, поэтому не стоит употреблять в пищу неприготовленную свинину.
И кстати, если хотите знать, бычий цепень может достигать размеров от 4 до 40 метров в длину. Так что, если вы не очень хотите, чтобы вас ползал 40-метровый червяк, я бы на вашем месте обрабатывал пищу посолиднее. А самое странное, что люди очень любят употреблять в пищу полностью не готовое мясо. Классическое блюдо, которое очень популярно во всем мире, тартар из говядины, как раз и представляет из себя сырые куски говядины. Это блюдо крайне опасно. Дело в том, что в сыром мясе находится просто огромное количество бактерий. Из-за этого можно заразиться сальмонеллезом, листерией и кишечной палочкой. Помимо бактерий, в таком мясе могут обитать и паразиты, например, наш любимый бычий цепень. Одно из самых опасных заболеваний, которое может привести к летальному исходу, считается сальмонеллез. Это бактерии, которые в организме поражают желудочно-кишечный тракт. Они также могут с кровью поразить другие органы. Опасность этих микроорганизмов в том, что когда организм начинает бороться с ними, они разрушаются и выделяют опасный токсин. И в тяжелых формах эта болезнь с легкостью может привести к гибели. Поэтому любителям тартара на заметку: лучше всего употреблять ваше любимое блюдо только в проверенных ресторанах и желательно с очень высоким рейтингом. А если вы хотите приготовить это замечательное блюдо у себя дома, не забудьте сделать кратковременную термическую обработку на высокой температуре. Может быть, этот совет спасет вам жизнь. Ну и конечно же, куда без любимой всеми закуски – чипсами. Многие употребляют их в пищу каждый день и не подозревают об опасности для своего организма, а они могут привести к очень тяжелым последствиям для организма. Дело все в том, что в чипсах содержится большое количество акриламидов. Это канцерогенные вещества, которые образуются во время жарки. Но и на этом не все. В составе этого продукта входит огромное количество вредных организму консервантов, усилителей вкуса и другие химически опасные вещества. При злоупотреблении этим продуктом они могут накапливаться, создавая сильное токсическое воздействие на организм, приводя не только к плохому самочувствию, но и часто даже к отравлениям. Если вы постоянно покупаете в магазине чипсы, то наш вам совет – готовьте их самостоятельно. В интернете уже полным-полно рецептов этой прекрасной закуски. А самое главное, в домашних чипсах вы будете точно уверены, что в них не используется опасных специй и химикатов. Продолжим тему азиатской кухни. Суши – очередное горячо любимое блюдо различных гурманов. Во всех странах мира их очень сильно любят и употребляют в пищу, чуть ли не каждый день. Но на самом деле, казалось бы, обычный комочек риса с рыбой сверху таит огромную опасность. Дело все в том, что рыба в этом блюде всегда сырая, а как мы уже знаем, любой сырой продукт может быть опасен. Так вот, в рыбе могут содержаться различные личинки и яйца паразитов. Ленточные и круглые черви с большой легкостью проникают в человеческий организм и приводят к заболеваниям, а в соевом соусе, который традиционно подается вместе с суши, просто огромное количество соли, которое также пагубно влияет на организм человека, приводя все тело к обезвоживанию. И что же теперь, не питаться суши никогда в жизни? Нет, конечно. Главное – соблюдать технологию приготовления этого блюда. Рыба, которую будут употреблять в пищу в сыром виде, нужно обязательно просаливать. От соли погибают все паразиты и их личинки, которые могут быть в мясе, а сами суши нужно употреблять только вместе с васаби. Этот очень жгучий продукт помогает уничтожить всех вредных паразитов в рыбе, которые могли выжить после просолки. Ну и, конечно же, не злоупотребляйте соевым соусом. Он должен лишь улучшать вкусовые качества блюда, слегка разбавляя его своим солоноватым вкусом. А вы знали, что самый обычный мед может быть очень опасен для вашего здоровья? Дело тут в том, что во многих странах его производят частные предприятия, а не огромные государственные фирмы, которые строго контролируют качество. Из-за этого мед часто могут подделывать или неправильно подготавливать перед продажей. Помимо добавления в этот продукт сахара, есть опасности в том, что на производстве его могут разогревать до достаточно высоких температур. Хватит всего лишь 60 градусов по Цельсию, чтобы в меде начали появляться канцерогенные вещества. Естественно, чтобы он долго хранился, требуется термическая обработка.
но при соблюдении технологии обработки меда концентрация веществ в нем не сильно растет. На крупных проверенных предприятиях долгого нагревания до этой температуры ни за что не допускается. А вот на частных фермах нарушение технологий производства – обыденная ситуация. И единственное, как вы можете обезопасить себя от некачественного и опасного продукта – выбирать только проверенных производителей. Важно покупать мед только у качественных производств, продукция которых прошла ветеринарно-санитарное обследование. Последним в нашем списке станет самый опасный продукт, который употребляет каждый человек на планете. Его прозвали «белой смертью». И это сахар. Это именно тот продукт, который находится почти во всем, что мы можем приобрести в наше время. Сахар содержится и в сладких батончиках, и в вашем любимом лимонаде, и даже в хлебе. Но что же такого опасного в нем? Сахар – это быстро усвояемый углевод, который при употреблении в пищу может резко повысить уровень глюкозы в крови. Конечно, он нам необходим, но в современном мире его содержание в продуктах слишком велико. Переизбыток сахара приводит к одному из опасных заболеваний – сахарному диабету. Эта болезнь заключается в том, что ваш организм больше не может нормально расщеплять углеводы и депонировать глюкозу в организме. Даже съев одну шоколадку, человек, больной диабетом, может погибнуть. И таких случаев на самом деле очень много. Помимо этого, опасность заключается и в очень низком содержании сахара в крови. Так что диабетики ходят по тонкому льду. Они должны употреблять в пищу продукты, содержащие сахар, а также не злоупотреблять ими. А здоровые люди рискуют получить ожирение из-за плохого питания. Избыточное содержание углеводов в крови откладывается сначала в гликоген, который находится в мышцах, и в нужный момент высвобождает глюкозу, давая организму энергию. А если уже и гликогена много, углеводы превращаются в жир. Именно из-за этого сладкая газировка на завтрак – плохая идея. Отказываться от всех этих продуктов или нет, решать только вам. Но помните, что правильное количество углеводов можно получить и из другой пищи, которая не содержит в себе сахара. Это были примеры самой опасной еды, которую мы употребляем каждый день. Обязательно следите за тем, что вы кушаете, ведь от этого зависит ваше здоровье. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!